Блин, как же страшно сидеть внутри кабины самолета истребителя Як-9. В этом видео вы узнаете, как на них не просто летали, но и воевали, почему французы предпочли именно этот самолет, почему современная российская армия планирует всерьез воевать на подобном самолете. В конце видео я вам покажу, как правильно залезать в кабину Як-9 и при этом его не сломать. А я Даша, и я много лет работала в секретном КБ, и о военной технике я знаю не понаслышке. Сегодня мы с вами разберем истребитель Як-9. Как маленький деревянный металлический истребитель смог переломить ход воздушной войны на самом кровавом фронте Второй мировой? Сегодня мы с вами заберемся прямо в кабину самого массового и, возможно, самого недооцененного истребителя всей Второй мировой – Яковлева Як-9, а всего было построено 16 769 таких машин. Як-9 появился в конце 1942 года как облегченная и усовершенствованная версия самолета Як-7. Александр Яковлев сделал главную ставку на простоту, минимальный вес и максимальную скорость производства. В условиях эвакуации завода на восток каждый день был на счету, и конструкторы отказались от сложных решений. Стальной трубчатый фюзеляж, деревянные крылья с мощными металлическими лонжеронами, обшивка из фанеры и пакля. Вес пустого самолета всего 2 тонны 300 килограммов. И для сравнения, немецкий БФ-109 весил почти на тонну больше, но американский П-51 «Мустанг» был еще тяжелее. Эта легкость стала его главным оружием. Як мог маневрировать на малых и на средних высотах, там, где тяжелые немецкие машины уже теряли скорость и становились легкой добычей. Но самое интересное начинается, когда вы забираетесь внутрь. Давайте вместе сядем в кабину пилота и почувствуем, что же ощущал летчик-истребитель в период с 1943 по 1945 годы. Вы открываете сдвижную часть фонаря. Она сбрасывается одним движением специального рычага, если потребуется экстренно покинуть самолет. Спереди толстое 64-мм бронестекло, способное остановить пулю крупнокалиберного пулемета. Позади спинка кресла, бронеплита, защищающая от атак сзади. Приборная панель – это классика советских истребителей. Указатель скорости, высотомер, указатель поворота и скольжения, тахометр, манометр масла и топлива, указатель температуры головок цилиндров. Все предельно просто, надежно и читаемо мгновенно даже в бою. Обзор отличный, почти 360 градусов благодаря срезанной задней части фюзеляжа и высокому расположению сиденья. Вы буквально чувствуете себя в центре неба, а не в тесной коробке. Но все равно находиться внутри него очень страшно. Обзор очень ограничен. Я не представляю, каким должны обладать мужеством пилоты, чтобы не просто летать на этом летающем велосипеде, но еще и полноценно воевать. Ну а теперь самое захватывающее. Вы беретесь за ручки управления и педали, и вот здесь начинается настоящая магия Як-9. Управление полностью тросовое. От вашей ручки и педали через весь фюзеляж тянутся прочные стальные тросы прямо к элеронам, рулю высоты и рулю направления. Никакой гидравлики, никаких сложных сервоприводов, чистая механика, как на советском велосипеде Аист. Тросы проложены в специальных трубчатых оболочках, чтобы не перегибались и не провисали от вибраций. Управление двигателем и изменением шага винта тоже осуществляется тросовыми тягами. И что же это давало в реальном бою? Мгновенную, почти телепатическую реакцию. Вы чуть-чуть шевельнули рукой, и самолет уже начинает крениться. Никакой задержки, никакого ватного или искусственного чувства. Пилоты говорили: «Як слушается, как продолжение твоей руки». В виражей на постоянной высоте и скорости Як-9 разворачивался на 360 градусов всего за 19 секунд, быстрее многих немецких истребителей на малых и средних высотах. Простота тросового управления означала ее и фантастическую надежность. Даже в 40-градусный русский мороз, когда гидравлика на других машинах замерзала и отказывала, тросы продолжали работать безупречно. Это спасало тысячи жизней советских летчиков, особенно молодых, которых готовили в ускоренном режиме. Як-9 пришел на фронт в октябре 1942 года под Сталинград и сразу показал характер. Но настоящий триумф случился летом 1943 года в битве на Курской дуге. Именно здесь Як-9 вместе с другими Яками помог вернуть господство в воздухе. Немецкие асы на ФВ-190 и БФ-109 впервые столкнулись с противником, который не просто отбивался, но и сам шел в атаку, мастерски маневрировал на бреющем полете и уходил из-под огня там, где тяжелые машины уже не могли. В Курской битве Як-9 доказал свое превосходство в маневренном бою на малых высотах, именно там, где решалась судьба наземных войск. Особенно смертоносным был Як-9Т, танковый вариант. В нос вместо стандартной 20-мм пушки устанавливали мощную 37-мм. Чтобы уравновесить тяжелый ствол, кабину сдвинули назад на целых 40 см. Ну а боекомплект составлял всего 30 снарядов. Но каждый снаряд весом почти в килограмм пробивал до 40 мм брони.
с дистанции 500 метров. Пилоты использовали его против танков, против кораблей на Черном море и против тяжелых бомбардировщиков. Один точный выстрел, и Юнкерс или же Хеншель превращались в огненный шар. Один из лучших асов на Як-9Т, лейтенант Александр Выборов, сбил лично 13 самолетов противника и еще 9 в группе. И в июне 1945 года он получил золотую звезду Героя Советского Союза. Еще более впечатляющим стал Як-9У улучшенный. С новым двигателем он разгонялся до 672 км в час. В 163-м истребительном авиационном полку за 2 месяца с октября по декабрь 1944 года почти в 400 боях летчики сбили 27 ФВ-190 и 1 БФ-109, потеряв при этом 2 самолета в воздушных боях. Немцы быстро научились узнавать эти быстрые яки без антенны мачты и старались с ними не связываться. Но при этом двигатель у этого самолета был капризным. На полной боевой мощности его ресурса хватало на 2-3 вылета. Но когда этот двигатель работал на полную мощность, Як-9У становился настоящим воздушным хищником. А вы знали, что Як-9 летал даже в Италию? Дальний вариант Як-9ДД с дополнительными топливными баками преодолевал расстояние до 2200 километров. В 1944 году большая группа этих машин была переброшена на аэродром Бари на юге Италии. Туда советские пилоты прикрывали югославских партизан маршала Тита в горах Балкан, и они даже эскадрировали американские бомбардировщики. Представьте себе советский истребитель над Адриатическим морем. А вы знали, что еще, оказывается, Як-9 воевал не только под красными звездами? Легендарная французская эскадрилья Нормандия-Неман, добровольцы свободной Франции, сражались на Восточном фронте именно на Як-9 и также на Як-3. Французские асы, такие как Марсель Альбер, Жак Андре, Ролан де ля Пуа и другие, одерживали победы на этих советских машинах. Эскадрилья прошла Курскую битву, белорусскую операцию на восточно-прусском направлении. Ну а летом 1944 года за героизм при форсировании реки Неман полк получил почетное звание Нормандия-Неман. Более 270 подтвержденных воздушных побед, и это был настоящий символ братства по оружию между советскими и французскими летчиками, которые в последнее время мы стали забывать. Як-9 стал для них не просто самолетом, а оружием свободы и надежды. После войны французы вернулись домой на своих Як-3, но память о Як-9 осталась у них навсегда. И вот, спустя уже 8 десятилетий, дух Як-9 и его младшего брата Як-3 возрождается в современном новом самолете. На форуме «Армия» 2024 года широкой публике впервые показали эту современную реплику легендарного истребителя. АК-3 – двухместный учебно-тренировочный самолет, созданный на основе классической схемы Як-3, но с современными технологиями и материалами. Это не просто копия, это летающая технологическая платформа, которая доказывает наследие великого Александра Яковлева живое сегодня. Простота конструкции, легкость, отличная управляемость. Все то, за что мы очень любили Як-9, теперь в новом облике. И эта машина уже вызвала огромный интерес у специалистов, инструкторов и просто любителей авиации. Многие видят в АК-3 будущее легкой авиации России. Его можно использовать от подготовки пилотов и даже до возможности использовать его в легких ударных и разведывательных задачах. Ну а сам Як-9 воевал до самого штурма Берлина. Отдельные машины летали в Корейской войне в начале 50-х годов. Оставался он на вооружении некоторых стран даже до середины 60-х годов прошлого века. Почему же на Западе о нем говорят гораздо меньше, чем о тех же «Мустангах» или «Спитфайре»? Потому что он не был красивым и гламурным. Он был настоящей рабочей лошадью войны, дешевым в производстве, простым в обслуживании и массовым. Именно такие самолеты, а не единичные шедевры, выигрывают большие войны. Ну а на моем канале я примеряю на себе и другую военную технику. Так что очень рекомендую посмотреть видео про БМП-1.